Продолжаем нашу работу. Как вы помните, в прошлый раз мы остановились вот на создании таких фотореалистичных изображений, какие вы здесь видите. И теперь следующий этап, что мы должны с вами сделать, это создать видео. Для этого вот здесь справа внизу есть кнопочка, которая так и называется видео. Вот я щелкаю по этой кнопочке. И вот открылось окошко. Вверху здесь есть кнопочка «Запись». Тут можно вставить разного рода, и, допустим, изображение из файла, то есть кусочек какой-то там видео, другое, чужое, допустим, или что-то еще. Но у нас пока здесь ничего нет. И мы должны вначале продумать. Продумать как? Из чего наше видео будет состоять? Оно может состоять из одного клипа, то есть от начала до конца все одно видео. Может состоять из нескольких клипов, которые будут с разных ракурсов показывать здание. Для этого надо сначала продумать сюжет нашего будущего фильма. Давайте я нажму «Запись» в начале. И мы будем создавать свой первый клип. Я полагаю так, что мы вначале должны сделать вот таким вот образом. Мы вначале должны посмотреть, как выглядит наш замок сверху. То есть первый наш такой клип будет это вверх. То есть у меня такой сюжет напрашивается, да? Сначала мы посмотрим вот так издали, поближе. Подойдем к самому замку. То есть вот где-то подальше отойдем. Первое начинаться будет наше видео вот так вот. Вот далеко отошли. Сейчас прицелимся, чтобы это было ровно посерединке. И вот я сейчас размышляю, как это лучше сделать. Первый. Может быть зайти сбоку. Это еще пока не окончательно, я просто размышляю, да, насчет сюжета нашего первого клипа. Так, например, так, бочком, да, зайти и повернуться, потом стать впереди, да. Надо бы так, чтобы его было видно повыше, да, наверное, сверху. И, кстати, обратите внимание, хороший лес получился, да? Так. Я думаю, если мы встанем вот так, то отсюда будет начинаться, вот с этого момента наш будет начинаться клип, да? И потом мы поедем вот туда в правую сторону все время поверху. Потом второй клип, мы по мосту будем идти, зайдем сюда до башни. И третий клип, мы внутри посмотрим, обойдем вокруг самого центрального здания. Наверное, так будет неплохо, да? Так неплохо. Первое, что мы делаем? Мы вот здесь добавляем ключевой кадр камеры. Добавили его. Вот она есть. Теперь передвигаемся во вторую точку. Вторая точка, вот она будет чуть поближе и чуть пониже. Мы целимся на мост. Вот так, например. А теперь мы можем посмотреть, а как же это будет выглядеть наш фильм. Нажимаем «Смотреть». И вот смотрите, что происходит. Вот мы идем сначала и передвигаемся вот в эту вторую точку. Хорошо. Так, мы во вторую точку остановились. Теперь нам надо сделать точку третью, да? Третью. Так, вторая точка это вот тут. И дальше мы передвигаемся вот сюда еще поближе. Мы должны вот так попасть. Поближе и пониже, да? Вот такая
точка, например. Добавим ключевой кадр. И потом еще поближе и пониже. Ну, вот так, например, добавим. Теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Включаем с первого. Вот так оно будет выглядеть, наше первое изображение, видео. Идем так, ко второму. Ну что, я считаю неплохо, да, первый. А потом второй клип мы запишем «Пойдем по мосту». Ну и третий, как я говорил, внутри. Значит, я ставлю галочку. И смотрите, вот первый этот наш клип будет 23 секунды с хвостиком, да, эти. Длина. Можем мы здесь его сделать длиннее. Тогда он будет у нас, ну, то же самое, так только будет оно медленнее чуть-чуть будет показывать. Но я думаю, смысла нет. Вот первый у нас 23, второй там третий, итого 60 секунд, да. Ну, больше, наверное, и не нужно. Обычно так больше и не делаю. Так, ставим галочку, сохраняем клип. Так, и вот, смотрите, у нас вот уже мы вернулись опять же в эту ситуацию. У нас клип вот один есть. Мы можем его просматривать, вот видите, этот клип. Теперь мы хотим сделать, можно сделать рендер, можно его удалить, можно его там изменить, если что необходимо. Мы нажали второе, прямоугольничек, и мы опять сделаем запись. И теперь мы, как говорили, второй клип наш будет вот идти отсюда. И туда перемещаемся. Ну, второй у нас будет выглядеть просто. Мы просто будем идти, передвигаться. Так. Надо так, чтобы нам по центру здесь было. Ну, поставим здесь набор на уровне так и вот так, да. И вот тут, вот я хочу с этой точки начать. Итак. Ну, чтобы было видно дерево, здесь все. Вот если мы так начнем, вот таким вот образом, центр, видите, ну, я попал, да? И сейчас я пока прикину, да, вот если мы будем передвигаться идеально, да, отлично, то вот так мы начнем, да? Это будет наш первый ключевой кадр. Так, теперь мы подъедем немножко. Вот, это будет второй. Так, теперь мы еще подъедем. Это будет третий. И максимально подъедем вот сюда, вот сюда. Это будет четвертый. Ну, давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, видите, как мы будем передвигаться. Так. И вот так. Ну, что-то тут... Так, я делаю паузу. Я немножко добавлю. Клип длиннее. 20 секунд. И давайте посмотрим, что будет у нас меняться.
Ну, наверное, неплохо. Так, пауза. Ставим галочку. И видите, 2 клипа у нас есть. Так, теперь мы заберемся, мы создадим 3-й, запишем. И теперь заберемся туда уже внутрь. Вот. И станем так. Из одного угла, вот отсюда, перейдем в другой. То есть первый будет у нас, кадр. Сделаем набор на уровне глаз. У нас еще не включена здесь сейчас, не включены разного рода эффекты, да, поэтому может оно выглядит не так, как бы нам хотелось. Но мы это сейчас все сделаем. Первый кадр есть. Дальше кадр 2. Пойдем вот сюда. Вот так встанем. Тоже все будем идти на одном уровне. Так, чуть-чуть. 2. Давайте посмотрим, как это выглядит. Так. Хорошо. Теперь мы 2 так. Потом мы перейдем вот сюда. Вот что-то так станем, чтобы это было спереди, ровненько стояло. Вот так. И линию горизонта, ровно вот так сделаем. Это будет 3. И потом перейдем в тот угол. Даже попробуем отъехать. Вот так, допустим. Вот так. Сделаем кадр. Теперь посмотрим сначала, как это выглядит. Так, проходим. Так. Наверное, неплохо. Можно чуть-чуть его сделать длиннее. Вот так. Чтобы не так сильно быстро оно там менялось. Наверное, так будет нормально. Ставим галочку. Сохраняем клип. И, наверное, вот мне сейчас пришла мысль, сделаем еще один маленький клип. А теперь, чтобы как-то было логично, да, то мы сейчас вернемся из этого замка дальше. То есть уйдем. Вот так. Это будет, я так предполагаю, и уедем дальше, да? Так, добавим 1 раз кадр. Дальше. А теперь мы будем уезжать. Дальше 2 кадр.
И мы дальше должны попасть на башню. Ну, далеко. Ну, придется тут бочком так выезжать. Вот так. И еще уедем дальше. Вот так. И уедем вот так. Так, теперь посмотрим с самого начала. Видите, мы уезжаем, посмотрели внутри, уезжаем, уезжаем, справа башня. И уезжаем, 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 хорошо. И останавливаемся. Вот так. Вот. Хорошо. Мне так подходяще кажется. Так, теперь ставим галочку. Сохраняем клип. И вот у нас получилось 4 клипа. Из них мы можем сейчас, ну давайте посмотрим весь фильм, да, как будет. Сначала идет так, это мы начать вот должны с первого клипа. Вот. Идет так. Ну, весь клип там минутку занимает, да, чуть больше. Так, мы заходим сюда. Так. Весь фильм я не нажал. Надо было эту кнопочку нажать весь фильм, что для того, чтобы просмотреть все 4 клипа вместе, как оно будет выглядеть. Ну вот первый наш клип. Зак. Вот видите, вот тут видно первый клип, второй, третий, четвертый. Вот так. Переход, вот самое главное, как будет. И нормально, да. А теперь мы идем второй клип. Теперь третий. Вот так. Хорошо. Но это еще без эффектов. Меня интересуют сейчас переходы, как они выглядят. И последнее, да, вот так. Ну, нормально. Конечно, у каждого это могут быть свои фантазии, да, как тут сценарий этого фильма сделать. Ну, вот, на мой взгляд, вот так более-менее выглядит прилично, да, прилично. Здесь мы, наверное, к единому мнению бы и не пришли, да, потому что каждый думает по-своему. О, все, отлично. Ну, вот так. Теперь, к фильму надо применить эффекты. И у нас, если вы помните, эффекты у нас уже были, да, то есть мы эти эффекты загрузили, создали их на рабочем столе. У нас есть папочка. Эффекты называются. И здесь Ляховичи, да, открываем. О, и теперь давайте подумаем. Да, теперь давайте подумаем, что здесь можно и нужно поправить. Посмотрим. Туман чуть-чуть есть, хорошо. Единственное, что здесь нужно, это солнце, да. Вот с этим проблемы всегда, да. Ну, как проблемы? Смотрите, вот и меняем, это угадать его, чтобы красиво было. Ну, допустим, вот так. Что-то не то.
Вот это там ранним утром. Ну, может быть, вот так, да? Ну, давайте будем смотреть, да. И будем останавливаться, и будем смотреть, как этот эффект, что он нам дает, да. Вот мы можем вот так остановиться. И вот тут посмотреть, как оно будет выглядеть. Так, хорошо. Но у нас передняя вот часть должна быть, фасады тут освещены, да. По-любому, иначе будет некрасиво, когда в тени. Ну, первый клип вот пойдет, да, с таким стилем. Дальше, второй. Второй давайте посмотрим, вот так. Ну, дальше. Так, дальше. Так, вот здесь. Ну. Так. Так, смотрите, мне, в принципе, ну, наверное, так и пойдет, да. Одна вещь не нравится. Вот не нравятся вот здесь вот эти камни, которыми выложен двор. Они какие-то стеклянные, получается, выглядят. Я могу что сделать? Вернуться вот сюда. И давайте попробуем еще эти камни поменять на более подходящие. Так вот издали оно выглядит неплохо, да? Но они, когда мы их поближе посмотрим, они такие, видите, какие-то стеклянные, да? Может быть, что-то лучше можно будет. И тогда попробуем поменять. Вот это мы выбираем. И видите, вот он. Переходим в библиотеку. Камень. И, ну, вот так. Но тут надо сделать масштаб побольше, да. Может быть, такой даже лучше будет. Ну, сейчас еще глянем. Еще. Это что такое? Это то, что и было, наверное. Нет, да, то, что было. Ну, вот такой. Ну, точно нет. Что-то надо такое, чтобы было старое. Нет, это тоже какой-то прозрачный. Прозрачный. Ну, вот, может быть. Ну, вот. Ну, его надо сделать чуть меньше масштаб. Вот такой, допустим.
Вот так. Ну и чуть-чуть ему состарить. Вот такой. Ну, мне кажется, такой. Да. Теперь давайте я перейду к видео и посмотрим еще раз. Этот, вот он будет выглядеть так. Так. Вот здесь, допустим, в этом месте. Ну, по крайней мере, лучше, чем был, да? Так. Ну, все. Как я уже говорил, здесь можно много фантазировать, экспериментировать, менять материалы. Этот процесс все равно надо ему когда-то поставить точку. Вот я предлагаю здесь сейчас точку эту и поставить. Теперь все, стиль у нас есть, в котором будет оформляться видео. Теперь осталось нажать кнопочку рендеринг. Значит, ну, какое здесь выбрать? Здесь, видите, здесь есть, он вообще получится как файл фильма MP4, 30 кадров в секунду, качество вывода, ну, вот такое. Все включено, сглаживание. Ну, если поставить эту кнопочку, да, то мы не дождемся, когда он закончит у нас визуализироваться. Вот если вы смотрели на YouTube, видите, что это качество какое? 360. Да, вот эта цифра говорит нам 360, это 720, а это 1080. Да? Это, ну, 90% всех роликов на YouTube вы увидите сделаны именно в таком качестве. Можно и в таком, да, но они принципиально вот по виду совершенно не отличаются. По времени это будет в 2 раза больше. Поэтому все вот те предыдущие, что я делал ролики, они записаны в таком качестве, Full HD. Значит, нажимаю. Теперь куда его сохранить? Ну, я себе сохраню папочку. Это у меня папочка 63 здесь. Назову его видео. Видео. И нажимаю сохранить. И теперь посмотрите. Процесс пойдет. Но теперь смотрите. Весь наш фильм состоит из 2698 кадров. А кадры, каждый в таком качестве, визуализировался сколько? Помните, мы по отдельности фотографию делали? Это там минута с хвостиком, да, было так? И вот теперь нам надо, чтобы весь наш фильм завизуализировался в таком качестве, да, все эти кадры. Вот посмотрите цифру. Вот здесь в правом нижнем углу. 9 часов 05 минут. 9 часов. Все, делать здесь больше сейчас нечего. А осталось, что подождать 9 часов, пока этот фильм будет готов. Поэтому на этом я на сегодня останавливаюсь. И вообще пока вот эту серию мы на этом завершаем. Пишите в комментариях, если вам это интересно, то все последующие, которые мы будем делать, визуализации там, памятников архитектурных, мы запишем в подобном роде, чтобы вы видели, как идет процесс сам. И я думаю, тогда ему и вам будет интересно посмотреть, как это все создавалось, и посмотреть готовый результат.
Готовый результат вы увидите, наверное, через, видите, 9 часов, да? А потом еще видео необходимо оформить, наверное, на следующий день после публикации вот этого видео, которое вы сейчас смотрите. На этом у нас все.